Случилась ситуация, тебе надо как-то разнообразить съемку, но у тебя всего лишь один источник освещения. Что делать? На этот случай я тебе сейчас покажу 5 схем света с одним источником освещения. И все это я покажу на примере нового источника света от Colbor, называется CL220. Выглядит вот так. В комплекте также есть рефлектор студийный. С ним вы получаете жесткий свет, но не теряете в мощности абсолютно ничего по сравнению с софтбоксом. Провода, инструкция и наплечный ремешок и крепление НАТО с разной резьбой, которая устанавливается вот в эти пазы. Конструкция крепкая, все в металле, даже резина здесь на ручке есть, чтобы ее вот так конкретно держать, переносить. Все самые хрупкие элементы тоже из металла, ничего не отваливается, ничего не скрипит. Пластик только на байонете. Называется Bowens. Запомните название, когда будете покупать себе софтбокс. В этом чемодане есть боковые крепления на замочках, куда вы можете положить пару стоек, либо одну очень крепкую. Посмотри на разницу толщины этих двух стоек. Видишь, вот это плохая стойка. Это очень плохая стойка. Она может выдержать телефон, ну максимум вспышечку какую-нибудь, и то не факт, что ты ее не разобьешь. Вот эта стойка, это хорошая стойка. Она выдержит до 6 килограмм, она тяжелая, и она не перевернется просто так от легкого дуновения ветра. Как видите, я выключил контровой свет, и первые две схемы света, которые я вам покажу, будут с использованием рефлектора. Включаю свет через приложение Colbor. Первая схема света. Свет в потолок, все просто. Выглядит это вот таким образом, просто повернули в нужную сторону, в потолок или в стену. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. По-моему, очень даже неплохо. Перейдем к следующему варианту. Жесткий боковой свет, конечно же. Если вам нужно в кадре выделить мужика, стоящего над столом и о чем-то думающем, лучше света быть не может. Это у нас, кстати, 10%. А давай на соточку. Нормально, так ярко. Вот, 9% этого достаточно. Но у подобной схемы света есть один явный минус. Ты никогда не сможешь нормально смотреть в сторону света. Кажется, я ослеп. Это будет бонусная схема света с рефлектором. Если ее поставить вот так, офигенно будут выглядеть, например, капли или мужик, который задумался и смотрит вдаль. Ну, вы поняли. Помимо мощности света, через приложение я могу управлять также и температурой. Например, сделать максимально ярко-желтый 2700 кельвинов или максимально холодный 6500. Здесь есть много разных эффектов, которые встроены в источник света, да. Но вот этот, например, мне нравится. Это типа огонь. Похоже, нет? Напишите в комментариях. Есть еще другие. Тут смена температуры, пульсации, телевизор, взрыв, мерцающая лампочка, сварка, стробоскоп и вот гроза. Грозу точно можно использовать для имитации дождя. Там за окном где-нибудь на балконе поставил. Ух, нифига себе, нормально. Да, вот это точно использовать можно, это прикольно. И взрыв. Ага, все понял. Типа где-то там бабахнуло и так всех осветило. Да, похоже. Для еще 3 схем света нам понадобится софтбокс. Но про этот вы можете посмотреть видео под названием «Тебе нужен софтбокс», да? Там, кстати, идет обзор другого источника освещения. И сегодня я покажу софтбокс, который выпустила компания Colbor. Он разбирается немного иначе. Если у Триопа вот такая система со сборкой, каждую спицу отдельно нужно защелкнуть, то у Colbor вообще все по-другому. Здесь 2 пластиковые половинки со спицами, которые нужно закрепить раз и натянуть вторую сюда же. Что-то туговато это как-то, но в принципе собирается. Не знаю, чуть сложнее, чем каждую спицу по отдельности, но вот такой софтбокс. С софтбоксом свет станет слабее, просто потому что все это рассеивание, ткань немного отбирает. Поэтому, если до этого я снимал на 8%, теперь, 17%. Следующее расположение света будет максимально классическое. Наклоняем под 45 градусов, примерно вот так. И вот так немного по диагонали от себя его поставили. И получается совершенно обычная, классическая, ровная схема света. Не хватает только какого-нибудь контровичка. Так, теперь давай поставим свет по-другому. Прямо перед лицом, серьезно. Да, кстати, максимально серьезно. Свет находится чуть выше камеры. Он не мешает мне смотреть в камеру, он не жесткий, он с софтбоксом, да, он рассеянный, без теневой рисунок. В принципе, что? Вам нужно видеть мое лицо? Пожалуйста, вот оно. А если ты визажист, то снизу можно положить еще отражатель. И тогда твой вот тут вот вся эта часть будет тоже подсвечиваться, как и глаза.
без него с отражателем. И без него еще раз. Короче, пользуйтесь. И еще одна максимально крутая схема света. Да, это журавль. Это перекладина, которая продается отдельно для любой стойки. Она стоит буквально пару тысяч рублей. Ссылку я оставлю в описании. По-моему, фирма у нее точно такая же, как у этой стойки Falcon Ice. Не разоришься, зато креатив со своим освещением сможешь делать бешеный. Один раз, использовав такую схему света, ты не сможешь без нее больше жить. Просто с верхним светом, потолочным, таким точечным, да, все выглядит гораздо круче. Ты когда по городу идешь в темное время суток и фонарь какой-то светит, что ты хочешь сделать? Правильно, стать под него и сфоткаться. Просто потому, что это свет, который выделяет тебя на фоне всего темного. И ты такой, вот это я фотограф. Но проблема будет вот с этими кругами под глазами, да, бесспорно. Это не очень прикольно, можно использовать отражатель, к примеру, да. Вот так вот делать. Ну, куда-то его закрепить, короче, и у тебя не будет этих кругов. Но это бред. Лучше сиди круто с кругами под глазами, либо вот делай какие-то наклоны вот такие пафосные, да. Тогда будет красиво. Также для этого софтбокса в комплекте идут соты. А для чего они нужны, можешь либо задать вопрос в комментариях, либо посмотреть мои короткие видосы в разделе Shorts. А если это видео было для тебя полезно, то что? Можешь поддержать канал лайком и подпиской. Все, счастья, здоровья, пока.